Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу с вами поделиться рецептом универсального теста, из которого можно приготовить и сосиски в тесте, и любую сдобную выпечку, например, плюшки. Итак, нам потребуется, я буду делать на литр молока, если вы делаете меньше, значит разделите все пополам. Значит, нам потребуется литр молока, 6 столовых ложек сахарного песка, 1 чайная ложка соли, пол пачки маргарина либо сливочного масла. Лучше, конечно, взять масло, которое самое дешевое. В любом случае это будет лучше, чем маргарин. Дрожжи. Можно взять живые, можно сухие, какие вам больше нравятся. В данном случае у меня живые, где-то 2/3 от пачки. И мука. Нам потребуется чуть меньше, чем 2 килограмма. Вы потом увидите это, когда будете замешивать тесто. Итак, мы растапливаем масло, пока оно горячее. Сюда же мы выливаем молоко, чтобы его не подогревать, вполне будет достаточно этой температуры. Никакие яйца мы не используем. Это тесто, которое получается всегда и при любых обстоятельствах. Так, мы с вами вылили молоко в масло. Берем сахар, добавляем 6 столовых ложек. Сюда же чайную ложку соли, я ее уже отмерила. Перемешиваем. Молоко должно быть чуть теплее, чем комнатное, чтобы дрожжи у нас не заварились. Сюда же добавляем дрожжи и даем им хорошо раствориться. Дрожжи у нас разошлись, сахар, соль растворились. Сейчас мы это перельем в большую кастрюлю, чтобы было где тесто подходить. И начнем замешивать. Муки, как я говорила, нам потребуется чуть меньше 2 килограмм. Мы сейчас будем смотреть это по консистенции теста. В следующих видео я вам расскажу, что же можно приготовить из этого теста. Я сделаю сосиски в тесте, очень красивые, с кунжутом. И будет видео еще про плюшки в кокосовой заливке. Небольшими порциями всыпаем муку, чтобы проще было размешать. Вот обычно в пакете остается муки, вот чтобы только присыпать стол и раскатывать на нем тесто. То есть уходит почти полная пачка. При замешивании теста я добавляю пару столовых ложек растительного масла, потому что тесто у нас должно получиться не очень густое, не очень жидкое, оно слегка прилипает к рукам, и вот из-за масла оно к рукам не липнет, но не меняет свою консистенцию. И масло придает эластичность дополнительную. Вот такое вот должно оно получиться. Оно слегка липнет к рукам. Сильно забивать мукой мы не будем, потому что мы хотим получить наши пирожки и булочки очень воздушные, пышные, вкусные. Тесто я сейчас накрою полотенцем и поставлю в самое теплое место. Мне нравится разогреть духовку градусов до 30 и поставить туда нашу кастрюлю, потому что
Температура получается ровная, нигде ему не дует. Примерно час-полтора, и тесто подойдет. В течение этого времени мы пару раз его опустим, потому что оно будет подниматься достаточно быстро. Все, потом я вам покажу, что же у меня получилось. Ну вот смотрите, прошло у нас 35 минут, тесто первый раз поднялось, почти полная кастрюля. Сейчас мы его опускаем. И отправим его еще раз в теплое место, чтобы он подошел повторно. Сейчас тесто не липнет к рукам, как вы видите. Оно очень эластичное. Вот так достаточно. Ставим его еще разок подниматься. Ну вот смотрите, сейчас тесто подошло уже второй раз. Это означает, что с ним уже можно работать. Такая пышная шапка. Потребовалось ровно час 0,5 для того, чтобы тесто полностью подошло и было готово к выпечке. В следующем видео я вам покажу, что из него можно приготовить. А сейчас подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.